Солнечные панели, помогут ли они вам? Сегодня уже я не хочу говорить о том, окупаемость солнечных панелей, экономика, как сэкономить на электричестве, как заработать на солнечной электростанции. Сегодня совершенно другой вопрос. Помогут ли вам солнечные панели в тот момент, когда электричества просто не будет? Потому что сейчас очень многие принимают решение примерно так. Поставлю побольше солнечных панелей, или наоборот, денег пока нет, куплю какой-нибудь инвертор и поставлю несколько панелей. Ну, а потом разберусь. Но энергетика так не работает. Можно поставить солнечные панели на крышу, при этом остаться без электричества в момент отключения сети. Например, обычный сетевой инвертор, пока есть внешняя сеть, он работает. Солнце светит, панели вырабатывают энергию. Часть этой энергетики вы потребляете. Излишки уходят в сеть. Но если внешняя сеть отключается, такой инвертор, как правило, тоже прекращает работу. И возникает вопрос, какую задачу вы вообще решали. Особенно если днем дома никого нет, все на работе, потребление минимальное, а вечером семья возвращается домой. Включает освещение, кондиционеры, бытовую технику, автомобиль заряжается. То есть потребление резко возрастает, но солнца уже практически нет. Именно поэтому сегодня солнечную электростанцию нельзя рассматривать просто как набор солнечных панелей и инвертора. Система должна проектироваться под конкретного потребителя и под конкретную задачу. Мы должны понимать, сколько энергии объект потребляет днем, сколько вечером, сколько ночью. Как выглядит потребление летом, что особенного важно зимой, какие нагрузки являются критическими, сколько часов или суток объект должен иметь возможность работать автономно. Только после этого можно говорить о мощности солнечных панелей, от мощности инвертора, о емкости аккумуляторов. Есть и другая проблема. Некоторые производители создают закрытые экосистемы. Вы покупаете инвертор, с надеждой, что в будущем его расширить, увеличить, докупить батарею. А через несколько лет вы обнаруживаете, что использовать только с этим инвертором можно определенные совместимые батареи. Иногда достаточно дорогие. Поэтому уже на этапе выбора оборудования нужно думать не только о сегодняшнем дне, но и о том, как будет разворачиваться система, что будет через 3-5 лет, 10 лет и так далее. Особенно сейчас, когда аккумуляторные системы доступнее, возможности гибридных энергетических систем постоянно растут. Есть возможность устанавливать солнечные панели не только на крыше, на земле. Появляется еще больше вариантов оптимизации. Можно работать с ориентацией, углом наклона, увеличивать зимнюю генерацию, учитывать профиль потребления объекта. Конечно, дальше идут инженерные расчеты. Инсоляция, затенение, ветровые нагрузки, снеговые нагрузки, конструкция, электрическая часть, кабельные линии, защита, аккумуляторная система. Но все это должно начинаться с одного вопроса. Мы сейчас обследуем много предприятий, и происходит такая ситуация. Предприятие может потреблять несколько мегаватт мощности. И решили, давайте сейчас для начала поставим 50 киловатт солнечных панелей, посмотрим, что из этого получится. Ну что вы хотите увидеть? На фоне огромного электропотребления предприятия эффект такой системы может быть практически незаметен. И после этого можно сделать неправильный вывод, что солнечная энергетика не работает. Я вам скажу, работает. И только тогда, когда система правильно рассчитана, соответствует масштабу задачи. Сегодня вопрос энергетики становится все более серьезным. Электроэнергии во многих регионах становится больше, а потребление становится еще больше. Появляются электромобили, система кондиционирования, тепловые насосы, новые производства, дата-центры сейчас строят активно. Поэтому мы сами сейчас активно переходим от отдельных небольших солнечных установок к комплексному проектированию энергетических систем. Мы работаем над проектами в Таджикистане, в Казахстане, в том числе в Казахстане, в Алматы и Шымкенте. Готовим несколько проектов для Бишкека. Для нас Центральная Азия сегодня является одним из важных направлений. Мы проектируем солнечные электростанции, гибридные системы, системы с накоплением энергии для частных домов, коммерческих, промышленных объектов. Наша задача не продать клиенту как можно больше солнечных панелей. Наша задача сначала понять его реальное потребление, определить проблему и только после этого предложить техническое решение. Потому что солнечные панели сами по себе не гарантируют вам энергетическую независимость. Но правильно спроектированная энергетическая система действительно может помочь вам тогда, когда будет необходимо больше всего. Поэтому главный вопрос сегодня не о том, сколько солнечных панелей вы можете поставить, а главный вопрос, что именно вы хотите получить от своей энергетической системы.
И вот с ответа на этот вопрос должен начинаться любой серьезный проект. Поэтому все, о чем сегодня я говорю, это не просто теория. Мы сталкиваемся с этими вопросами на реальных объектах, анализируем потребление, рассчитываем генерацию, подбираем оборудование, системы накопления энергии и проектируем станцию как единый энергетический комплекс. Если у вас есть объекты в Казахстане или Центральной Азии, вы рассматриваете строительство солнечной электростанции, мы готовы приехать на объект, провести обследование, изучить реальное энергопотребление вашего объекта, выполнить все необходимые расчеты, разработать техническое решение именно под ваши задачи. Наша цель не просто устанавливать определенное количество солнечных панелей. Наша цель — создать действительно работающую энергетическую систему, которая будет экономить ваши деньги, снижать зависимость от внешней сети и обеспечивать объект энергией в критические моменты. И самое главное, такая система должна быть рассчитана не только на сегодняшний день, она должна быть надежной, ремонтопригодной и иметь возможность развиваться в будущем. Увеличивать мощность солнечных панелей, добавлять аккумуляторы и при необходимости заменять отдельные компоненты без необходимости перестраивать всю электростанцию заново. Всем удачи и добра!